Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем домашку по циклам. Начнем с первой задачи. В этой задаче нам нужно изначально сделать цикл, который будет работать от 1 до 10. Окей, я прописываю for, создаю переменную, будет называться I, и у нее значение 1. Дальше условие с этой переменной, что она работает до 10. И в самом конце изменения. Изменения пишу в сокращенном варианте, то есть I++. Далее, при каждом вызове этого цикла нам нужно вывести в дивчик каждый вызов цикла, чтобы я по факту вот тут вот увидел циферки от 1 до 10. Для этого я сделаю себе переменную res, она будет равняться пустой строке. В самом цикле я res буду перезаписывать. В этот раз буду использовать сокращенную запись плюс равно и плюс равно I. В конце, когда цикл отработает, я выведу готовый ответ в наш дивчик. Также при таком выводе у нас, видите, все цифры склеились. Поэтому я добавлю пробел между ними. Вот таким образом. Окей, получилось. Но это я написал с помощью обычного синтаксиса. Давайте же попробуем использовать шаблонные литералы для вывода. Если я хочу их использовать, это будет выглядеть примерно вот так вот. Изначально я ставлю косые кавычки. Внутрь отправляю вот такой синтаксис, знак доллара и фигурные скобки. И внутрь этих скобок ставлю I. Получилось то же самое, добавляю пробел, вот тут, например. И вот он, пробел, появился. Это у нас второй вариант вывода с помощью шаблонных литералов. Можем переходить к следующей задаче. В следующей задаче мне в принципе нужно сделать то же самое, но цикл должен работать от 10 до 1. Ну, то есть наоборот. Окей, если наоборот, то изначально он 0, работает пока I больше и до 1. С логикой I минус-минус. Сокращенная запись. После чего давайте я сделаю другую переменную res2, потому что другая задача. И вывод тоже в out2. Вот у нас получился и такой же ответ, где мы используем сокращенный синтаксис для изменения переменной и также шаблонные литералы для вывода. Переходим к третьей задаче. В этой задаче мне нужно сделать цикл, который будет работать от 1 до 7. Поэтому я сделаю вот так и до 7 с изменением на плюс-плюс. В каждой итерации цикла я буду изменять переменную res3, потому что третья задача. И вот пока что в такой конструкции у меня выходит вот такой ответ. Но также по задаче нам нужно при каждом вызове цикла вот этот I класть внутрь параграфа. Если я хочу положить его внутрь параграфа, это будет выглядеть так. Я пишу P, внутрь P переношу вот эту запись. По итогу у нас получилось от 1 до 7. При этом, если я наведу сюда инспектором, видите, это уже все параграфы. Переходим к задаче номер 4. Четвертая задача уже немножко посложнее, и будем ее решать по этапам. Первый этап — это сделать цикл, который будет работать от 1 до 10. Я так и делаю. Это у нас 1, и он до 10 будет работать. Также сразу создам другую переменную для вывода, потому что по задаче нам нужно что-то по итогу вывести на экран. Я, кстати, только что заметил, что здесь у нас стоял out2, а тут out3. Мы случайно ответ в другой div записали. Окей.
При каждом вызове нашего цикла нам нужно выводить на экран что-то типа вот такой записи, где у нас изначально будет вот так вот, потом вот так вот, потом, ну, дальше получается вот так уже. Окей. Вот это все нам нужно выводить еще и класть в параграф. Окей, параграф у нас уже есть из прошлой задачи. И, ну, в такой конструкции это что у нас получается? Обычные цифры. Я попробую добавить, начало. Начало у нас везде одинаковое. Это 2 умноженное на что-то. Поэтому вот сюда я прям строкой и пишу 2 пробел умноженное пробел. По итогу уже что-то получше получилось. Следующим этапом я добавляю равно. У нас все-таки вот здесь равно находится, я его добавил. После равно также пробел. По итогу мне нужно сюда вывести вывод. Ну, по факту, ответ на вот это действие. Хорошо. Я ставлю шаблонные литералы, и у нас двойка умноженная на I. По итогу у нас даже получилось что-то типа таблицы умножения на двойку. Если же я поменяю здесь, например, на четверку, это уже не по задаче, просто показываю, как это будет работать, то ответ будет такой же правильный, но для четверки. Когда вы будете решать эту задачу, вам нужно решать ее очень последовательно. Вот как задача прописана, вот примерно в такой же последовательности вам и нужно ее решать. Сначала сделали цикл, потом хоть какой-то вывод, а потом уже конкретно правильную логику вывода. Как я всегда говорю, одновременно все вы написать не можете, из-за чего вам нужно любую задачу разбивать на маленькие подзадачки, с которыми вы уже можете справиться. Переходим к задаче номер 5. Первое, что нам нужно сделать в этой задаче, это цикл, который будет работать от 1 до 8. Окей, это самое первое, с чего я начинаю цикл от 1 до 8. Дальше сразу же какую-либо логику вывода. Пока не важно, что я вывожу, главное, чтобы просто вывод работал. После того, когда я закончил логику вывода, нам нужно сделать так, чтобы при каждой итерации создавался тег ли. Хорошо. Я делаю вот так вот, ставлю ли. Следующим этапом нам нужно, чтобы в тексте ли было слово item и номер вызова цикла. Я пишу item, начало. У нас уже вот так вот выходит, видите? Добавляю сюда пробел, использую логику шаблонных литералов и ставлю номер вызова цикла. Ну, то есть I. По итогу I у нас при каждом вызове будет меняться, и я увижу аж вот такой вот ответ. Давайте на всякий случай я просто, ну, наведу лучше пример диаграммы кода, чтобы мы четко понимали, что и как здесь работает. Значит, когда у нас запускается цикл, он с самого начала вызывается с тем, что I равняется 1. И когда эта строчка кода отрабатывает, мы в res присваиваем item, и вот вместо вот этого 1. Далее, следующий вызов цикла, и I уже равняется 2. При следующем вызове мы также присваиваем в res li, но вот уже вместо вот этого будет двоечка. Ну и так далее получается. Окей, переходим к задаче номер 6. В этой задаче нам изначально нужно сделать цикл, который будет работать от той цифры, которую я сюда впишу, до 1. Окей, с чего я начну? Я сделаю изначально цикл, который будет работать от того числа, которое ввел пользователь, это виш6, и он будет работать до 1. Вот так вот это будет более правильно, до 1.
При каждом вызове нашего цикла я буду I изменять на минус минус, ну то есть уменьшать на 1. Чтобы мы увидели, какой цикл у нас получился, я пока что выведу в консоль каждый вызов цикла. Пишу сюда 45, нажимаю, и вот. От 45 до 1. Отлично. Сам цикл мы уже настроили. Далее, нам нужно делать какой-либо вывод. Хорошо. Я сделаю переменную res6 с пустой строкой, и этот res6 после цикла буду присваивать в out6, ну, в тот div, в который нам нужно положить полноценный ответ. Хорошо. Следующий этап. Нам нужно при каждом вызове цикла создавать параграф. Окей. Я делаю res6, старое значение плюс новое, и в качестве нового делаю пешку. Пешка будет вот так вот выглядеть. Внутри пешки нам нужно положить номер вызова цикла. Значит, использую шаблонные литералы и ставлю I. Окей, уже намного лучше. Если я впишу сюда 16, я уже, видите, вывожу эти циферки, и при этом каждая цифра находится в своем параграфе. Но по задаче в самом конце мне нужно добавить еще слово go. Как я это сделаю? Когда у меня полностью закончится цикл, я вот тут после цикла и перед выводом на экран добавлю еще один параграф со словом go. Вот так. Проверим эту работу. Впишу сюда число побольше, давайте 5. Получилось. Сложность именно этой задачи будет у вас в последовательности, чтобы вы написали добавление этого go в правильном месте. Я пишу это именно после цикла, потому что если бы я написал этот плюс go в цикле, то оно бы работало уже совершенно по-другому. У нас наше go добавлялось бы после каждой циферки. Нам так по факту не надо, и это ошибка. Это вам, кстати, яркий пример того, что в коде еще очень важна последовательность написания. Как бы логика одна и та же, но исходя из того, где я пишу, работает уже очень и очень по-другому. Так что будьте внимательны. Всегда прослеживайте последовательность действий. Я добавил go в конце, потому что мне нужно было по задаче добавлять его именно тогда, когда все циферки были выведены. За логику добавления цифр у нас отвечает цикл, поэтому добавлял после цикла. Также добавлял перед выводом на экран, чтобы go, ну, по факту я увидел. Если бы я написал это ниже, то давайте еще раз впишу сюда что-то. Go я уже не увидел бы. Я его не вижу, потому что я циферки вот эти вот вывел на экран, потом поменял наш res6, но уже этот измененный res6 никуда не вывожу. А значит, визуально ответа я не увижу. Окей, переходим к задаче номер 7. Начнем с того, что в ней нам нужно сделать цикл, который будет работать от 1 и до той цифры, которую пользователь введет. Это будет, получается, выглядеть вот так вот. Let I равно 1, далее I больше равно цифра, которую ввел пользователь, и дальше I плюс-плюс, ну, перезапись переменной I. Count — это конкретно та цифра, которую будет вводить пользователь. Я ее получаю вот отсюда, из нашего инпута, вот этого. Если же я сейчас напишу какую-либо консоль, ну, проверю, сколько раз будет отрабатывать наш цикл, и впишу сюда 6, то я увижу, видите, от 1 до 6. Окей. Следующий наш этап. Нам нужно сделать вывод на экран. Хорошо. Делаем переменную res7, изначально пустая строка.
И когда цикл отработает, в самом конце я в out7, то есть в наш div, буду присваивать ответ, сформированный в нашем REST-7. Далее, по задаче нам нужно создавать столько параграфов, сколько раз вызывается наш цикл. Хорошо. Я, значит, что сделаю? Перезапишу наш REST-7, сокращенная запись, старая плюс новая. И при каждом вызове я добавляю p-шку. Вот таким образом. P-шка есть, и остался последний штрих. Нам нужно сделать так, что если, например, я сюда введу Алекс, а сюда 6, то при клике на кнопку я сделаю 6 параграфов с текстом Алекс. Это имя я уже получаю в переменной name, вот тут. Это же имя нам осталось вывести. Чтобы его вывести, я использую шаблонные литералы и пишу, что внутри параграфа будет name. По факту значение переменной name — это то, что пользователь будет вводить. Проверяем. Пишу Роберт, количество вызовов 5, клик, 5 Робертов. Изменяем количество выводов до 2 и другое имя. Ал. Отлично. Вот мы и решили задачу. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.